Этого парня зовут Хелах Сидибе, и вы сейчас, пожалуй, думаете, чего он радуется-то так? А я вам отвечу, только что ему удалось закрыть цель, которая звучит как 3 года ежедневного бега, и вот как все начиналось. День 163. Именно этот день Хелах считает наиболее знаменательным для себя, поскольку именно тогда он принял решение делиться своей историей, выгрузив свое первое видео в интернет. До этого момента об увлечении Хелаха знали только семья и близкие друзья. День 365. Это именно тот день, когда Хелах смог сказать себе впервые: я бегаю уже целый год. Также это тот самый день, когда я впервые заметил Хелаха и решил поделиться его историей с вами. И очень рад, что именно благодаря этому в его видеоотчете я услышал не только такие имена, как Christian Hainsworth, Eddie Bubba, Josh Barnes, Natoli, Mike Fandetti, Ward Freeman, Alexa Torres, Ian Kovach, Ben Colley, но и имена наших ребят, Алина Карпова, Никита, которые точно так же, как и Хелах, пробежали целый год. Это невероятно круто, когда обычное видео, загруженное в интернет, может повлиять на человека и заставить его пусть и немного, но изменить свою жизнь. Я специально попросил Хелаха записать для нашего канала обращение, в котором он передаст привет всем тем ребятам, которые завершили свой 365-дневный забег. Давайте его посмотрим. What's up, my beautiful people in Russia? I just gotta run in. I wanna say thank you to every single one of you for your love and your support. It's not going unnoticed. I see every single one of your messages. And too bad I can't speak Russian, but I use the translator, so thank you guys. And congrats to every single one of you that have completed running every single day for 365 days. I'm so proud of you. Way to get after it no matter the circumstances. And for those who are trying to run every day for a year, keep up the amazing work. Believe in yourself and you'll make it happen one day at a time. And also remember, with the right mindset and consistency, anything is possible. I want to let you guys know that I'm here, I'm cheering for you, and do not let anyone tell you what you can and cannot do in this life. Just believe in yourself and keep pushing forward and you'll make it happen. And make your dreams a reality, all right? I believe in you guys and I love you guys. Thank you again. Now, it's time to get up and put that work in, all right? Let's get it, let's go. День 730, то есть 2 года непрерывного бега. Хелах называет этот день The Year of Toughness, то есть переводится как год проверки на прочность. В этот год Хелах впервые травмировался, но небольшими забегами по 5 миль ему все же удавалось продолжать бегать, не нанося серьезный вред себе и своему здоровью. Но давайте вернемся в 2020. Угадайте, сколько часов Хелах пробежал за 3 года. Поставьте это видео на паузу и напишите свою догадку в комментариях. А я тем временем дам вам правильный ответ. И это 943 часа, друзья. То есть это то же самое, что бегать 39 дней вообще без остановки. Впрочем, как я уже говорил ранее, основной посыл такого стиля бега заключается в дисциплине и понимании того, что если каждый день понемногу вы будете посвящать себя какому-то делу, то через 3 года цифры, которые вы увидите, будут поистине невероятными, а ваша жизнь точно не останется прежней. Вы также много спрашивали, как ему удается поддерживать такое рельефное телосложение, и ответ кроется в его прошлом. Те, кто смотрели мои прошлые выпуски, знают, что Хелах играл в американский футбол и, понятное дело, тягал веса. При этом был намного более массивен, чем сейчас. Однако, как признается сам спортсмен, ему находиться в таком телосложении более чем комфортно. Чтобы удерживать мышечную массу, он продолжает периодически тренироваться с дополнительным отягощением, а также тренирует пресс и даже старается напрягать его во время своих забегов, что тоже в свою очередь помогает делать его фиссуры более глубокими, а сам пресс остается при этом рельефным. К тому же, с ежедневным бегом вы всегда будете оставаться сухими, а ведь это, как ничто другое, поможет не забыть о том, как выглядят ваши кубики. Теперь давайте немного разберем советы, которые дает Хелах для тех ребят, кто тоже решил бегать каждый день и сделать это своей привычкой. Совет номер 1 – это микроцели, то есть не нужно ставить за цель пробежать 3 года без перерыва, как это делает Хелах. Начните с 2 недель и постоянно повышайте планку. Только так вы поймете, на самом ли деле бег вам по душе, и только так вы будете радоваться даже минимальным победам и достижениям. Совет номер 2. Не ставьте себе никаких ограничений. То есть не нужно бегать каждый день 3 километра или каждый день 5 километров. Будьте свободны в своих перемещениях, делайте то, что вам нравится. Если сегодня вас хватит только на 1 километр, бежите 1. Если хватит на 10, то можете бежать 10. Все зависит только от вас, поэтому не ставьте никаких ограничений, просто делайте то, что нравится.
Совет номер 3 заключается в экспериментах. Наслаждайтесь бегом, бегайте на дорожке в зале, бегайте в лесу или вокруг стадиона. Делайте это так, чтобы вам сам процесс приносил кайф. Например, вам не обязательно делать это утром, если ранний подъем является для вас чем-то изнурительным и сложным. Всегда помните, что процесс должен стоять на первом месте, а результат вы получите уже после того, как полюбите сам процесс. И последний совет — это отмечайте свои победы и результаты. Если вашей целью было бегать 2 недели без перерыва и вы выполнили ее, сходите в ресторан и отметьте свою победу. Если уже бегаете полгода, купите себе новую пару крутых беговых кроссовок, ведь вы этого заслужили. Кстати, насчет кроссовок. Хелах советует менять их регулярно, об этом он говорит в своих видео. Да вы и сами можете наблюдать, какое количество пар беговых кроссовок у этого парня. Сейчас, кстати, в связи с кризисом на AliExpress проводится большая распродажа, в том числе и кроссовок. За 2 дня россияне закупили товаров на 17 миллиардов рублей, вы только вдумайтесь в эту цифру. И сейчас близится вторая по размеру летняя распродажа. С 24 по 28 августа, на которой продавцы будут делать цену еще ниже, а кэшбэк в Letyshops будет еще выше, аж до 25%. Вам остается выбрать лучшие товары и не забыть активировать горящий кэшбэк во время распродажи. Это можно сделать прямо на главной странице. Кто не в курсе, горящий кэшбэк — это новая технология от Letyshops, которая позволяет делать кэшбэк в несколько раз выше. Однако количество активаций ограничено и есть пара часов на совершение покупки. Кстати, за каждый кэшбэк с AliExpress с 17 по 31 августа вы получаете билеты и участие в розыгрыше. 100 призовых мест по $100 и одно на $1000. Больше билетов, больше шанс выиграть. Так что, друзья, не забываем менять обувь, как завещал нам батька Хелах. Ну а теперь let's get it, let's go! Чуть не забыл, ссылочка в описании. А мы поговорим о самом герое. Мало кто знает, но для того, чтобы поддерживать ежедневный бег, самая маленькая дистанция, которую пробегал Хелах, была всего 0,92 мили, то есть всего 1,5 километра. Как раз поэтому у Хелаха и нет серьезных травм, поскольку он варьирует количество бега от 100 километров в неделю до 30 километров, в зависимости от своего состояния и самочувствия. Бегает спортсмен по-разному, иногда вечером, иногда утром. Но если бежит с утра, то делает это натощак, то есть не употребляет никакой пищи. Это полезно, поскольку отсутствие гликогена в мышцах позволяет ему сжигать жир. Да и в целом бегать, когда ты только поел, весьма некомфортно и неприятно. Поэтому натощак только стакан воды. Самый сложный забег, который когда-либо делал Хелах, по его ощущениям, это забег на 245 миль или 394 километра. Всего за 1 неделю, где Хелах каждый день пробегал по 56 километров. Это было настоящее испытание, причем, как говорит спортсмен, не столько физически, сколько ментально. Mile 5, we are just getting started. Mile 10, 15, mile 20, 50, mile 70, day 2 is a wrap. Mile 100, this is my favorite road. It's always empty, there's rarely any cars. 150. Mile 195, mile 200, mile 200, mile 245, done, mile 245, baby, let's get it, let's go, we'll wrap it home though, let's go, we did it, let's go. Теперь немного о возрасте, работе, мотивации и целях. Хелаху сейчас 29 лет, он работает тренером по футболу, а выбрать лишь одну личность, которая его мотивирует, спортсмену было достаточно сложно, поэтому он назвал Коби Брайанта, но отметил, что таких людей очень много, просто Коби — это один из тех, кто однозначно стоит в первой тройке. Главной же целью этого парня является помощь людям. Хелах признался, что ему доставляет невероятное удовольствие помогать людям по всему миру, ничего не требуя взамен, ведь это так важно просто отдавать, это придает силы, дает четкое понимание того,
того, что ты все делаешь правильно. Знаете, если бы эту фразу сказал кто-нибудь другой, я бы, возможно, посчитал ее пафосной. Однако Хелаху я верю, это тот самый парень, который 24/7 излучает только позитив, и после таких видео действительно хочется встать и пробежать пару-тройку километров. Хочется верить, что это не последнее видео о нем, ведь я каждый раз с особым энтузиазмом подхожу к созданию нового ролика про этого спортсмена и благодарю его за этот заряд позитива, который я получаю каждый раз при его создании. Thank you, Helach, for sharing this story with us. I hope that one day we can meet with you and shoot some exclusive content for those people who chose running as a daily routine. To be honest, I'm not running every day, but I'm using this dedication in many other spheres of my life. So thank you again for good example. And guys, for those of you who understand the language, I highly recommend you to subscribe to his channel and of course subscribe to my channel, hit the bell and all that stuff, and I will see you in the next video. Bye! Кстати, друзья, пару слов по поводу проекта 52 недели одержимости. Прямо сейчас будет отбивочка, посмотрите, что это такое. Теперь пока. Ни для кого не секрет, что сколько бы видео вы не смотрели, основополагающую роль при достижении ваших целей будут играть действия. Ведь твой успех определяют именно твои привычки. Так что, если хочешь легко внедрять привычки чемпионов, тогда открывай описание ролика и присоединяйся к проекту 52 недели одержимости, а также подписывайся на мой телеграм-канал с подкастами на тему спорта и развития. Что ж, спасибо за просмотр, друзья. Оставляйте свои комментарии ниже, а с вами был Федор Чепкий. Всем пока! Кстати, друзья, по поводу 52 недели одержимости, это такой проект Алексея Корнелюка. Следующий... Нет, еще раз я сейчас вернусь. Кстати, друзья, по поводу проекта 52 недели... Фу, ты, на русском сложнее, чем на английском. Кстати, друзья, по поводу проекта 52 недели... Сука.